Как приготовить вот такую слоеную самсу в виде сердца? Да очень просто. Ароматная самса в духовке из домашнего слоеного теста без дрожжей. Это нереальная вкуснота на ужин или на обед. Тесто для самсы готовится очень просто. Мука высшего качества, соль, одно яйцо среднее и вода холодная. Замешиваю тесто. Можно добавлять понемногу воду, чтобы не переборщить с ней, но я знаю, сколько берет моя мука, и поэтому смело все выливаю. Готовое тесто убираю в пакет и в холодильник на час. Отдохнувшее тесто делю пополам. Затем обминаю гладкий плотный шар. Убираю в пакет, чтобы не обсыхали. Раскатывая скалкой тесто, присыпаю мукой стол и тесто тоже. Стараюсь раскатать тесто без гармошки и тонко, толщиной примерно 1 мм, не больше. Тесто упругое очень, но все же понадобилось некоторое время для раскатки. Вот так я растопила сливочное масло и смазываю тонким слоем всю поверхность пласта теста. Можно вместо сливочного масла использовать маргарин. Знаю, что маргарин не совсем правильный продукт, но иногда можно. Сверху кладу второе раскатанное тесто, выравниваю и слегка растягиваю, чтобы не было воздуха между ними. И также смазываю маслом. А теперь сворачиваю в рулет, стараясь свернуть поплотнее. Воздуха и пространства между ними, между слоями, не должно быть, иначе слоеное тесто будет рваться. Смазываю бока рулета маслом и сворачиваю в улитку. Кладу в пакет целлофановый и убираю в холодильник на несколько часов, или можно, если хотите побыстрее, положить в морозильник на 30-40 минут. Готовлю мясную начинку для самсы. Классический или базовый вариант, ничего лишнего. Говядину режу на маленькие кусочки и слегка отбиваю мясо для сочности. Кладу репчатый лук. Чем больше лук, тем будет сочнее мясо. Режу лук очень тонко. Кладу в чашку лук и режу бараний жир. У нас называют еще курдюком его. Для чего жир? Да потому что без жира совсем самса уже не та. А специи обычные, только черный перец, молотый кориандр и зра. Зру немного перетираю пальчиками, чтобы побольше раскрыть ее аромат. И в конце солю. Все тщательно затем перемешиваю. Начинку для самсы можно сделать любую, и с курицей, и с картошкой, с зеленью, тыквой. Как говорится, все здесь на вашу фантазию и предпочтение. Тесто уже слегка подморозилось и режу на куски весом примерно 40-50 грамм. Можете побольше нарезать или поменьше сделать самсу. У меня средний стандарт размер самсы. Раскатываю тонко, но не совсем, чтобы тесто не просвечивало. Кладу начинку посередине и залепляю снизу, несколько защипов делаю. И продоль придаю в самсе форму лодочки. Тесто стараюсь не растягивать, так как оно слоеное и может рваться легко. Снизу закрепляю поплотнее и шов сворачиваю на бок. Вот такая форма лодочки или капли, так еще называют ее. Одну сторону сбоку смазываю или окунаю в белок яичный и подбираю вторую половинку. Получается форма сердца. Снизу скрепляю концы навечно. Смазываю самсу желтком с добавлением небольшого количества молока. Сверху также посыпаю кунжутными семечками. Можно добавить черный тмин. Выпекала самсу до золотистой корочки в духовке нагретой 45 минут при 170-180 градусов. Но смотрите сами по своей духовке. Также налепила самсу в виде треугольника. На самом деле это очень просто лепится. Придаю ей идеальную форму равнобедренного треугольника вот такими манипуляциями. Я, конечно, не перфекционист, но мне кажется, это идеально прям. Вот такой огромный ляган самсы приготовила всего-то за полдня. Конечно же, это очень вкусно.
Тесто получилось очень хрустящим, а мясо мягкое и сочное. Спешу попробовать, пока она горячая. И сок стекает прямо. Это очень сытная и калорийная самса, чем и славится узбекская кухня, ее простотой и невероятным вкусом. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, если это видео было полезным для вас. С вами была Наталья.